Недавно ко мне обратилась одна моя знакомая с вопросом, почему я ничего не хочу. Она посетовала на то, что желание вроде бы есть, но нет какой-то конкретной цели, нет смысла, ради которого и в огонь, и в воду, и вообще стоило бы жить и радоваться. Мне стало интересно, и после пары вопросов пришли к выводу, что с работой все хорошо, что с парнями вроде тоже, конкретного нет, но внимания с мужской стороны хватает, и пока это вполне устраивает. Самочувствие тоже в норме, поэтому вариант, что это депрессия, временно был исключен. Спросил, откуда вообще такой вопрос появился? Ответ, я хочу расти и развиваться, читать книги по психологии, лучше понимать себя, но конкретного желания и понимания, для чего мне это нужно, нет. Как будто я просто решила сама по себе, что мне это нужно, а не почувствовала к этому тягу. Вот тут я и задумался. Это рубрика «Кемстат», меня зовут Александр Шакрединов, и сегодня попытаемся разобраться, почему представители поколения Y все чаще не имеют никаких желаний, что это вообще за поколение такое и как все это исправить. Пытаясь найти ответ на вопрос своей знакомой, я наткнулся на так называемую теорию поколений, которая частично, на мой взгляд, дает ответ на поставленный вопрос. Эта теория была разработана в США социологами Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом, которые описали цикличность сменяемых поколений в Америке, но частично эта система подходит и для России. Не будем уходить в самое начало и разберем только 3 последних поколения. Поколение X – это, как правило, поколение наших родителей, люди, рожденные с 1961 по 1981 года. Далее поколение Y – это те, кому сейчас от 20 до 30 лет, люди, появившиеся на свет в 1982 году и далее, до 2000-х годов. Все, кто появился после нулевых, могут смело относить себя к поколению Z. Итак, в чем принципиальная разница? Поколение X отличает в первую очередь самостоятельность. Родители работали допоздна, и дети открывали двери домов своими ключами. Отсюда появилось еще одно название – поколение с ключами. Эти дети были предоставлены сами себе и принесли свою самостоятельность через всю жизнь. Рожденные в этом поколении подарили миру хип-хоп, гранж, новое слово в кино от Квентина Тарантино и братьев Вачовски, интернет, ракета от Илона Маска, MTV и YouTube. Идем дальше. Поколение Y, или как их еще называют миллениалы, за то, что росли они на стыке 2000-летий, еще помнят, как бегали с палкой по двору, представляя, что это автоматы, играли в казаков-разбойников, и в то же время большую часть нынешнего времени проводят в интернете, не расстаются с гаджетами даже в туалете и довольно поверхностны. Не любят вникать вглубь вещей, их финансовое положение довольно шаткое, а за поздний переезд от родителей поколение Y часто называют поколением Питера Пэна. Но речь, конечно же, не обо всех и не сразу. Вкратце расскажу о поколении Z. Это те ребята, которые родились с аккаунтом ВКонтакте и Инстаграме, не боятся высказывать свое мнение, активно принимают участие в социальной жизни, политике, экономике, создают стартапы, не боятся ошибок и одиночества, им все меньше нужны другие люди, и они учатся правильно использовать полученную информацию. Ни в коем случае я не хочу сказать, что они лучше предыдущих поколений, но с цифровыми технологиями это поколение на «ты». И вот тут самое интересное. Моя подруга родилась в 99-м году, и теоретически ее можно отнести и к поколению Y, и к поколению Z. Первое объясняет ее отсутствие желаний, второй тот факт, что она легко может адаптироваться к изменяющимся условиям и изучать цифровое пространство легче, например, чем я. Но почему поколение Y все меньше чего-то хочет? Иксы воспитывали Y в условиях личной уникальности. Дети вырастали с устойчивым ощущением, что они особенные и никому ничего не должны. Родители хотели избавить своих чад от ужасов, которые пережили сами, а до этого их родители. И на выходе получили поколение без особых целей, стремлений и идеалов. Отсюда с возрастом ближе к 30 и приходит понимание, что я ничего не хочу, мне скучно жить и чудо не происходит. Все верно, ведь завышенные ожидания почти никогда не оправдываются. Поколение Z здесь явно выигрывает. Они не строят иллюзий, у них нет героев, потому что им может стать любой, кто предложит хороший контент и правильно его подаст. Интернет предлагает им решение всех проблем, и чаще именно такие решаемые проблемы у них и появляются. К тому же сейчас информационный поток меняется и растет с такими скоростями, что даже частично предсказать завтрашний день становится все сложнее. А если я не знаю, чего ждать завтра, как я могу чего-то хотеть сегодня? Именно поэтому привыкшие к некой стабильности Y учатся жить сегодняшним днем, не любят долгосрочных перспектив и все реже задумываются о будущем. Остается вопрос, что с этим можно сделать? Как снова ощутить в себе желание чего-то хотеть? Во-первых, уточню, что сама теория поколений имеет огромное число критиков и не стоит опираться на нее как на основную причину. Во-вторых, проблема отсутствия желаний – это, как правило, комплекс факторов, появившихся в один момент. И в-третьих, у каждого своя причина. Если вас действительно воспитывали в условиях вашей исключительной особенности, то попробуйте снять корону с головы. Послушайте Кемстат интервью с актрисой театра и кино Анной Титовой, она довольно интересно обыгрывает этот момент в своей жизни. Поймите, что вы не уникальны просто по определению. Уникальность достигается делом, которое лучше
больше вас никто не осуществит. Ваши таланты тоже применимы к делам, а не к разговорам. Если вы ничего не можете дать этому миру, то и получить от него что-нибудь будет сложно. Отсюда и возникает это ощущение отсутствия желания. Вы просто становитесь неспособны хотеть, потому что привыкли думать, что уникальны по определению, и не надо прикладывать усилий, чтобы чего-то достичь. Но это работает иначе. Это была первая часть разбора вопроса про отсутствие желаний. Другие возможные причины этой проблемы рассмотрим в следующих выпусках рубрики «Кемстат». Что вы думаете по этому поводу, пишите в группу ВКонтакте. Это был Александр Шакрединов. До встречи!